Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина Никита. Решила я сделать обложку на альбом. Вы скажете, зачем? Можно поменять альбом. Но здесь детские фотографии, юношеские, и этому альбому 30 лет. Из-за этого я не хочу менять. Он уже обшарпанный, но он мне дорог как память. Конечно, последующие альбомы у меня более хорошие, и я их смело могу поменять. Берем ткань, потому что у нас будет с вами пицца. Вот так я делаю, но вот этот запах, он у нас с вами большой. Но пицца, она немножечко дает усадку, лучше лишнее мы с вами потом отрежем. И небольшой запас я сделала по краям. Мы с вами делаем пометку с торца по центру, где у нас будет подгиб, и с этой стороны. И обратите внимание, чтобы у вас правильно открывалось, потому что можно положить пиццу, а вы будете прикладывать, у вас будет или кверх ногами, или вообще на задней стенке. И делаю пометку с этого угла. Вот мой центр. Здесь будет размещаться у меня основной рисунок. Сначала я выкладываю основной рисунок, а дальше у меня будет обыкновенная пицца. Это у меня небо. Клеевой я не пользуюсь в этот раз. Теперь я делаю такую поляну цветочную. Тоже вот у меня есть лоскутки. Выкладываю разные цвета. Лоскуты выкладываете внахлёст. Посажу деревья. И любимая тема домики. Домики я выкраивала маленькие. Вот мой помощник. Спичечный коробок. Просто брала коробок и по нему вырезала. Вот эта темная ткань очень сильно здесь выделяется. Я ее уберу. Я просто сделаю небольшую полоску, чтобы был контраст. А сюда добавлю зелени. А это добавлю куда-нибудь, чтобы они у меня не сливались. Домик с зеленью. Конечно, можно сделать целиком фон, а потом уже на фон выкладывать домики. Но я сейчас заполняю пробелы, где у меня видно подложка. Использую все обрезки. Видите, это материал прямой, здесь край, и я его также использовала. У меня тут цветочная поляна, но я добавляю цветы. Я треугольнички нарезала маленькие, и на клей-карандаш я приклеиваю их, потому что они будут убегать куда-нибудь. У меня здесь отсутствует красный цвет, и я делаю цветы. Я взяла ткань в 2 сложения и сразу вырезала. Также приклеиваю на клей-карандаш. Цветов вполне хватит, но деревья стоят голые. Вот листочки. Листья будут разные по цветовой гамме. Вот такие маленькие я сделала. Теперь я их также приклеиваю на клей-карандаш. Я поменяла крышу этих домов, потому что этот цвет как-то сливается с небом. И сделала я листья. И вот моя любимая гортензия. И здесь очень маленькие цветы, и я решила их добавить. Деревья получаются как цветущие яблони, например. Та же слива, хотя у сливы в основном белые цветы. Основной рисунок я уже сделала. Теперь остальной фон я выкладываю просто ненужные лоскуты. Неважно в каком порядке. Можно совсем мусор. Вот такие обрезки мы все и выкладываем, если вы их, конечно, не выкидывали. Распределила все обрезки ткани ненужные. Конечно, картинка получается слегка мрачноватая, не очень нравится. Посмотрим готовый вид. Я накрываю фатином или органзой. Через мокрую ткань мы с вами отпариваем. Лоскутики у нас слегка топорщатся. И когда мы с вами отгладим, они примнутся, и у вас будет ровное, хорошее полотно. Когда вы выкладываете лоскуты, обращайте внимание, чтобы у вас не было пробелов той подложки, и чтобы у вас они были распределены равномерно.
на глаза попались обрезки от тюля. Это сетка, мелкая сетка, но она прозрачная. Вот она кромка, и как раз такой размер, я буду ее использовать. Отпариваем сначала вот такими движениями. Прислонили утюжок, подняли, переставили. Когда вы все так пройдете полотно, можно смело вот так вести утюг. И вот посмотрите разницу. Здесь гладкая поверхность, здесь я еще не отутюжила, все стоит дыбом. Пока у нас не зафиксировано булавками, мы пробегаемся глазками, смотрим, устраняем все наши недочеты, поправляем. Наша верхушка, она легко снимается, поэтому без труда вы можете подлезть, что-то подправить, отрезать, поправить окошки, и фиксируем все булавками. Вы также должны зафиксировать булавками по периметру, чтобы у вас ничего не съезжало. Если у вас излишки верхней ткани, можете немножко срезать, но хотя бы сантиметрик оставьте, также по периметру. И что хочу сказать, у каждого мастера свой почерк. И я сейчас вот наблюдаю, что, наверное, у меня 3-я, 4-я работа с домиками, они у меня почему-то все однотипные. Когда все зафиксировали, мы делаем стежку. Здесь я буду стягать на свободном ходу, просто разными фигурами. Ну, домики, наверное, буду делать я зигзагом. Если мне не понравится готовый вид, я сделаю эту обложку. Но можно эти детальки использовать. Ну вот что делать, а? Использовать в какой-нибудь другой работе. Сделать серединку на подушке, на сумке. Когда вы будете делать стежку, посоветую вам намотать 2-3 шпульки сразу, чтобы они у вас были на ходу. И если у вас поверх идет светлая нитка, то и шпульку тоже берите светлую. Не делайте шпулька черная, а верх белый. Иногда пробивает, и это все видно. Ну, а при стежке в тон можно брать нитку под каждый рисунок. Можно делать одной ниткой в цветовой гамме. Брать направление любое. Клеточки, полосочки, волнистые линии. Как умеете, как фантазия у вас идет, пробуйте. Фон прошила голубыми нитками. Сейчас переключаюсь на зеленый цвет. Тоже на свободном ходу буду делать. Потом переключаюсь на домики. Домики будут зигзаг. Если что-то где-то у вас уехало, вот ваша булавочка. Вы берете и вот так аккуратненько булавочкой поправляете. У меня отвалился луч солнца. Не могла я его вытащить. Я его просто вот сюда под крышу запихнула. Если у вас, конечно, крупное плетение в вашей сетке, то можно и вытащить. Но у меня прям мелкое, рвать совсем не хотелось. Я все прошила, отпарила, потом все выровняла, соединила 2 края, проверила, одинаковые они или нет. Вот так это выглядит в альбоме. У вас обязательно должны быть сантиметры сверху, снизу. Если вы, конечно, не будете делать внутренний шов, тогда вам надо будет обработать этот край, изнутри прошить. Я буду обрабатывать косой бейкой. Вот какая попалась, и буду использовать коричневую. И теперь сильно плотно вы не делаете. Оставляете здесь тоже немножечко зазор. Вот такая у меня внутренняя сторона. 12 сантиметров. Это очень много, поэтому я примерно вот так отрезаю. Также обрабатываю край. Я оставила 8,5 сантиметров. У нас с вами есть внутренняя сторона. Мы также ее можем закрыть. Все наши стежки. Но она более-менее приличная, и ее никто не увидит. Поэтому я оставляю так. И не обязательно полностью обложку делать из спицы. Вы можете верхнюю часть сделать красивую спица, а обратную сторону или, допустим, эти вставки из какой-нибудь однотонной легкой ткани. В готовой косой бейке есть бороздка, по какой мы прошиваем. Вы выровняли, чтобы у вас 2 края было одинаковых. Прошиваете. Прошивать можно с изнанки, и вы подворачиваете на лицо, или с лица выворачиваете наизнанку. Это кто как привык. И вот я теперь отворачиваю, и вот у меня получается аккуратненькая окантовочка. Здесь все прошила. Теперь
прошиваем здесь. Но прежде чем пришивать, обрабатывать бейкой, обязательно проложите строчку, сделайте закрепочку в этих всех углах и потом обрабатывайте. У нас прямые с вами линии. Не обязательно брать косую бейку, достаточно взять просто полоску. Проложила строчки, сделала закрепку, и теперь вы подумайте, нужна ли вам закладка. Закладка — это обыкновенная тоненькая ленточка, пришивается. Если нужна, вы на нужном месте ее прошиваете, а потом отделываете бейкой. Чтобы у вас был хороший, красивый уголок, вы берете ленту, также отворачиваете, немножко подворачиваете и прошиваете. Потом эта лента выворачивается, и у вас аккуратный будет угол. Чтобы у нас ничего не распустилось, обязательно, когда вы прошиваете бейку, в начале, в конце делаете закрепку. Вот эти ниточки завязывайте узелок. При желании, при возможности лучше их вдеть в иголочку и убрать вовнутрь. И можно еще раз отпарить, отгладить. Ну и вот что у меня получилось. Кстати, сегодня пришел комментарий, мне пишут, что под фатином, под сеткой, под органзой очень теряются свои краски. Да, теряются. Как их не использовать, если не брать верхнюю ткань? Или вы берете не сыпучую ткань и прошиваете, как, допустим, аппликацию зигзагом. Обрабатываете каждый лоскуток. Если вы будете прямой строчкой, со временем все равно ваша ткань, допустим, обтрепается. Все равно попадется какой-нибудь лоскут, который крошится. Вот сейчас я одеваю на альбом. Смотрите, чтобы он у вас был здесь свободен. Не делайте прям тютелька в тютельку. Если вы только начинаете альбом, он еще у вас пустой, не сформировался. Здесь будут совершенно другие размеры. Лучше по длине прибавьте еще парочку сантиметров. Одела без труда, ничего не пришлось мне там выкрутасничать, что-то поднимать, что-то запихивать. Все, я довольна результатом. Вот такой альбом у меня получился. Вот и все. С вами была Валентина Никита. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Пока-пока. Заходите в гости на мой второй канал. С вами Валентина. Я там в основном готовлю. Пока-пока.